Всем привет, всем привет. Всем большой-большой привет. Всем, кто заходит. Кто там у нас? Всем привет, привет. Сегодня у нас будет такой вот эфирчик. Слышно, надеюсь, нормально? Я немножко сегодня переместилась. Мне тут удобнее просто. Сегодня так устала, неохота было переезжать на то место. Вот. Не знаю, как будет сегодня слышно и вообще. В общем, надеюсь, будет слышно нормально. Здравствуйте, Анна Баирова, Екатерина, да, здравствуйте. Вот свечку ставим. Сегодня ее будет видно ее, вот она здесь. Вот так вам видно будет. Да, еще. Ирина, добрый вечер. Да, всем подсказки, всем подсказки. Давайте будем смотреть. Кому подсказки пишем слово подсказка или подсказки, да, и будем смотреть. Так, Анна Баирова у нас первая. В романтическом плане на ближайшей встрече. Екатерина, так. В общем, смотрите, если хотите вопросы у нас за донаты. А подсказки могу дать. Подсказка на ваш вопрос, например. Ну, вы сами подумайте в голове там. Подсказка на ваши отношения, например, там с этим молодым человеком, с которым вы планируете что-то там, встречу. То есть, а я вам дам подсказки, вы там сами подстроитесь под себя. Вот. Так, Анна Баирова у нас самая первая. Анна Баирова, смотрим. Подсказка. Откажитесь от всего ненужного. Откажитесь от всего ненужного. Следующее. Сегодня ездили по делам. Ходили даже, не ездили. Поэтому так поздно сегодня. Анна Баирова, смотрим. Настраивайся. Мечтайте и направьте свои финансы в эту сторону. Мечтайте, смотрите. Так, начинаем откладывать на свою мечту. Если вы еще не начали. Анна Баирова, смотрим. Блин, камера никак не пойму где. Ну, давай, настраивайся. Камера. Настроилась. Умерь свое эго. Хватит зацикливаться на себе. Это не центр вселенной. Ну, здесь, в общем, просто хотят вам сказать, что надо еще на кого-то обратить внимание. Видимо, забота кому-то нужна. Поделиться с кем-то вашим теплом и вниманием нужно. Анна Баирова, смотрим. Будьте готовы к подаркам судьбы и поверьте в то, что все возможно. Все возможно. И послание из будущего. Так, для Анны Баировой послание из будущего. Выбери себе талисман. Так, смотрите, у меня тут не настраивается на этом месте. Выбери себе талисман, а я позабочусь, чтобы он защищал и помогал тебе. Выбирайте себе талисманчик. Можете какие-нибудь вот такие талисманчики сделать сами, самостоятельно. Вот у меня, кстати, новый появился. Зелененький, не было такого. Ну, браслетик это. Вот, Анна Баирова, спасибо тоже, что пришли на эфир. Приходите за подсказками. Дальше у нас будет 10 посланий из будущего, кто хочет, общие расклады. Так, Екатерина, вы можете написать подсказка, я вам дам подсказку на ваш вопрос, но не ответ на вопрос. Потому что сейчас я посмотрю ответы на вопрос только через донаты у нас. Да. Добрый субботний вечер. Подсказки на всех колодах, пожалуйста. Благодарю. Ирина написала. Для Ирины смотрим. Для Ирины подсказка. Относитесь ко всему с чувством юмора. Такая первая подсказочка. Для Ирины смотрим подсказку. Следующее. Самое время пополнить свой энергетический ресурс и набраться сил, а только затем приступить к делам.
Сначала отдохните, накопите свои силы, расслабьтесь. Потом, мне кажется, вообще ничего не охота будет делать. Но нет, наберете силы, вперед. Для Ирины смотрим, подсказка. Ты не в лучшей форме, вам говорят. Ты горячая штучка, это факт. Приведи себя в порядок. Пусть все увидят, какая ты на самом деле. Ну, приведите себя в порядок немножечко. Для Ирины подсказка. Цените мелкие радости, они куда важнее крупных. О, вообще не в этом. Вообще мне не видно. Мария, здравствуйте. Сейчас для Ирины еще послание из будущего смотрим. Смотрим. Помоги тому, кто просит о помощи. Этот человек поможет тебе, когда это потребуется. Такое послание из будущего. Так, ну все, я сегодня буду все размыто. Спасибо, Ирина. Давайте будем смотреть для Аннет. Подсказка для Аннет. Будьте осторожны в словах. Будьте осторожны в словах. Такая подсказочка. Можете, наверное, кого-то обидеть, ранить. Или лишнего что-то сказать. Не надо. Для Аннет смотрим. Подсказка. Пора выйти из тени и начать активно действовать. Можно уже начинать действовать, вам говорят. Я просто подустала, надо доделать работу, можно будет отдыхать. Так и приводить себя в порядок. Да. Когда все в делах, конечно, вообще некогда заняться собой. Но ничего, к Новому году-то вы до Нового года все успеете, я думаю, Ирина. И приведете себя в порядок. Ну, это у всех так. Сейчас, мне кажется, все бегают. Да? Для Аннет. Для Аннет смотрим. Следующая подсказка. Постарайся успокоиться. То, что ты можешь воспринимать спокойно, больше тобой не управляет. Хорошая воспитанная девочка матом не ругается. Она умеет матом смотреть. Вот, вы знаете, как это делать. Да, то, что вас не волнует, оно уже вами не может управлять. Вы уже как бы все мимо будет. Замечательно вам недели, Ирина. Вас тоже благодарю. 6-дневной рабочей недели, да. Куда деваться у всех тогда? Да. Вам тоже хорошей недели, Ирина. Для Анны смотрим, для Анны подсказка. Если вы не можете повлиять на ситуацию, отпустите ее. Что-то, если не можете, то как бы, ну и не в ваших силах, видимо, что-то. Отпустите, подождите. Подсказка для Аннет. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Ну, вот так говорят. Вот не знаю, что-то там у вас происходит-то. Это говорят вам во благо. Так, дальше сейчас смотрим. Дальше Мария. Подсказку и послание из будущего. Подсказку любую, одну. Блин, я не в ракурсе. Так стрёмно. Так, для Марии подсказку. Для Марии. Не начинайте новое. Одну подсказку. Послание из будущего. Мария. Для Марии. Послание из будущего. Для Марии. Ты никому ничего не должен. Ты взрослый человек и сам строишь свою жизнь. Видите, вы свободны, не слушайте никого, никому вы ничего не должны, не обязаны вообще. Это только ваше решение. Да. Давайте посмотрим 10 посланий из будущего. Все получили свои подсказки. Я отправила донат. Аннет, сейчас посмотрим. Сейчас скажу, сейчас. Тогда после доната 10 посланий из будущего будет. Вижу. Донат. Какие у него мысли о вас? Какие у него мысли? Сейчас прочитала до конца вопрос, да.
Какие у него мысли? Ой, какие у него мысли? Он хочет сохранить то, что есть. Он хочет не потерять то, что есть. Ему очень важно, чтобы ничего не изменилось в худшую сторону. То, что есть, мое, как говорится, да. Мысль у него, что он не хочет вас потерять. И он не хочет потерять ту стабильность, которая у него сейчас есть. Будь то деньги, работа, и вы как бы вообще ничего не хочет терять. Вот все как есть, чтобы все это было при нем. А вас то, что он хочет вас сохранить, оберегать, никому не отдавать. Такие мысли. Очень хочет, чтобы вы были с ним. И чтобы это сделать, что он будет делать? Он будет много работать. Ой, чтобы вас удержать, он будет очень много работать. Очень-очень много пахать, работать. И что? Ну, он так решил, говорит, я так решил, много работать. Как бы вот. Чтобы была стабильность, чтобы вы были с ним, он считает, что ему нужно много работать. Много, вот, ну, вот его решение такое. Притом серьезный такой. Немножко злой, блин. Что он еще? Какие мысли еще у вас? Мысли еще, что он хотел бы с вами встретиться, да, но пока никак как будто не получается. Но очень-очень хотел бы внутри, в душе, хотел бы давно уже приехать. Как будто еще немножко, еще чуть-чуть, но мне же надо там еще вот это доделать. Как будто у него какие-то такие дела, которые он хочет доделать. Чтобы вот, чтобы отпраздновать без, как сказать, без сожалений. Он хотел бы доделать вот эти свои дела, чтобы не думать, что вот как могло бы быть. Он бы хотел ничего не потерять, не упустить. Как-то вот, что как будто если он что-то не доделает, как будто он что-то может упустить. Хочет все, все хочет. Уже делает свои работы. Вот он так почему-то не думает. Он думает, что я вот так считаю, он считает. Он такого мнения. Он на Новый год не сможет прилететь. Он прилетит попозже, видите. Звезда. Это расстояние, это немножко, когда мечта ваша отдаляется немножко. Да, вы будете одна. Как будто так. Как будто если он до Нового года, Мария, вас тоже благодарю, как будто если до Нового года у него не получается, Анет, и как будто это и разрушит все его планы, если он до Нового года приедет, как будто планы разрушатся какие-то, что-то не получится, что-то оборвется. Как будто не получится поездка, которую планировали, который вот у вас шаг следующий запланировал, переезд, как будто может не получиться, поездка какая-то почему-то может сорваться. Он, знаете, он сам себя обманывает, он сам себе придумывает все, обманывает. Вот у него какой-то вот, почему-то какая-то информация у него неверная. Да, неверная, какая-то информация неверная, что не нужно так делать, как он делает. Ему как-то нужно научиться совмещать вас и работу. Видите, вас и работу надо как-то научиться совмещать. А он как-то вот... Он о вас очень много думает. Он о вас думает больше, чем о работе в то же время. Видите, я думаю, о чем он больше думает, о вас или о работе. Что он о вас очень-очень много думает. Не о работе он думает, а о вас. А работает для вас, получается. Он так думает, он думает, что это правильно. Как будто он не сможет вам дать то, что вам нужно, то, чего вы достойны, если он прервет, так сказать, этот проект, что-то там поддастся чувствам, да, вот если он поддастся чувствам, да. Он очень много думает, и если он примет не то решение, то как будто может все, да, вот то, что вот новое вы хотите, не получится, как будто. Ну, он так думает. Не получится начать новое, новую жизнь, новый переезд, вот это все что-то.
Здесь как будто он правильно думает. Если он до Нового года приедет, то он здесь может потерять очень сильно в деньгах. Смотрите, стабильность может пошатнуться. И внутренняя его уверенность пошатнется. Потому что здесь на финансах все завязано очень сильно. Может пошатнуться. Как будто вам надо довериться ему. Ну как будет, так будет теперь. Видите, что вы расстраиваетесь. Видит ли он, что вы расстраиваетесь? Смотрите, он закрывает свои эмоции, чтобы не думать об этом. Он не думает о том, что вы расстраиваетесь, а он думает о будущем. Как было бы, как будет. Вот он об этом думает. Он старается закрывать чувства и не думать о том, что вы расстраиваетесь. Потому что у него цель есть, он хочет ее достигнуть, чтобы вы были вместе, чтобы дом полная чаша, чтобы денег бы хватало на все. И он считает... И знаете, лучше у него спросить, мне кажется, сроки. Вот он, сколько он еще планирует, вот как бы, чтобы вам не бесконечно ждать же его. Ну да, иначе вы вообще ну что это такое? Смотрите, вы будете в гневе, будете все время друг с другом бороться. Вы будете свое отстаивать, он свое, то есть мнения могут разделиться. Вы можете на него очень сильно ругаться и злиться, если это продолжится. Вам нужно поговорить и узнать сроки. Вот он, например, решил, хорошо, он не приезжает, он работает. Когда вот он закончит вот эту свою работу, да, когда он сможет приехать и, например, когда вы сможете уже дальше переехать. Ну, то есть сроки должны быть. Не тогда, а когда-нибудь. Время очень быстро идет. Тут как бы откладывать сильно зачем? Можно, потому что чем быстрее вы переедете, тем вы сможете быстрее адаптироваться на новом месте. Потому что когда люди обычно переезжают, они думают, почему я не сделал это раньше, почему я не начал раньше учить язык, почему я раньше не начал вот этот вот процесс переезда. И это не зависит от количества денег. Те люди, у которых дохренище денег переезжают, и те люди, у кого мало денег переезжают, они все равно думают, некоторые думают, что вот, надо побольше накопить, побольше. Это не так. Люди, которые больше копят, они, бывает, приезжают и сидят полгода, работы сильно не ищут, деньги же есть. А есть те, которые приезжают и с меньшими финансами, но они быстрее находят работу, потому что они схватаются за все. Они там, бывает, в ночные смены выходят, дневные, пофигу. Зато они тут же тренируют язык, как бы общаются, у них круг общения, у них коммуникации, они больше как бы нарабатывают вот этих вот, как сказать, когда вот советуют через один другой коммуникации, вот это больше людей знают, они быстрее смогут найти работу, быстрее смогут найти специалистов для себя, если потом будут там требоваться кто-то парикмахер или кто-то еще, то есть они как из уст в уста будут говорить друг о друге, знать друг друга, чем те, которые вот, например, с деньгами сидят и ждут подходящей работы, но никого не знают, язык не учат. То есть тут как бы и хорошо, когда много денег, ты уверен, да, но с другой стороны, их может быть достаточно, чтобы переехать и начать там, как бы вот с нуля, как получается. Но чем раньше, сколько я уже слышала, чем раньше, тем лучше. Потому что сложно будет в любое время. И чем позже люди переезжают, тем сложнее. Чем раньше переезжают, они те, кто раньше переехали, через какое-то количество времени, через 5 лет, например, они говорят, что вот раньше мы переезжали, было легче, сейчас сложнее было бы. То есть не надо тянуть, поговорите, как это можно сделать уже на этом этапе, который сейчас. Или там узнать... Не отвечает на вопросы. Ну а как вот вам? А как вот вы же не можете бесконечно ждать тоже? Вот, надо тоже как-то, давай там, например, там через полгода, да, хорошо, полгода и все, я собираю чемодан, мы летим, хорошо. То есть он должен на работе договориться, что вот через полгода у него заканчивается контракт, например, да, и вот, или за эти полгода, например, тут работает, там ищет работу, это уже тоже, то есть это какой-то процесс. Он должен и здесь дела закончить, и там уже работу найти, по идее, потому что там собеседования какие-то, да, и, как-то это надо все обговаривать.
Недовольны результатами. Смотрите, если человек не видит своего движения, то надо посмотреть, например, несколько лет назад, сколько у него было денег, что у него было. Например, у него не было этого, да, а сейчас у него это есть. То есть он уже добился каких-то результатов. Ему нужно видеть прогресс. Иногда люди не видят прогресс. Надо посмотреть, что ты в этом году добился, что ты в том году добился, да. То есть ты сделал уже очень много. Вот у тебя было так, вот ты жил там вообще вот так, в таких условиях. А сейчас у тебя вон сколько всего есть. Там, ну, как бы со временем денег еще больше нужно будет, еще сложнее будет вот этот переезд. Возможность даже уже будет меньше. Поэтому чем раньше, тем лучше это надо, ну, как бы, вот. Но если насчет денег боитесь, то надо просто там найти работу заранее. Постараться, по крайней мере, найти работу заранее, найти работу какую-то хотя бы, чтобы на первое время, да, для общения. Вы будете первое время, даже если там в кафе, там, да, каком-то там, не знаю, баре, люди общаются, даже если вот эти вот булочные, которые продают, они там общаются с друг другом, они узнают. То есть, чем ты больше общаешься, через знакомых люди найдут работу. Чем в некоторых странах ты можешь удаленно найти, да, работу, удаленно пройти собеседование. А в некоторых странах лучше приехать. Я знаю, вот некоторые люди приезжают и находят там знакомиться, находят работу через знакомых. То есть так быстрее найти. Если у вас там есть знакомые, через знакомых быстрее найти. А как бы вот через интернет, если то нужно быть классным специалистом и тоже искать, надо искать. Вводить на разговор. Здесь нужно, знаете, мягко надо выводить разговор. Надо, в общем, начать о вашем будущем, чтобы он размяк, как бы, вот знаете, чтобы вот по душам поговорить. Не так, что без вот этих, без угроз, без жестких слов. Мягко надо, по душам. Вот когда вот вы за чашкой кофе сидите, болтаете, когда вот душевно разговариваете, когда можете открыться. То есть мягко по душам поговорить о будущем. О том, как вы его представляете, когда это будет, что это будет, где вы будете жить. То есть как-то вот поговорить плавненько, вот так мягко. И главное, чтобы это было, видите, без рывков. Как-то вот, ну, спокойно, ровно. Вот чтобы, не знаю, просто от души скажите, чего вы действительно хотите. Не упрекаю, что вот только не говорите таких слов, что ты там, да, вот там что-то там, да, вот что-то вот, ну, чтобы это слишком грубо будет для него, потому что ты там что-то не сделал или там что-то он должен, ничего такого не надо жесткого. Говорите, что вам свои чувства говорите, что мне там приятно, что ты, да, ты вот хочешь, стараешься для нашего будущего, вот я бы хотела так-то и так. То есть и плавненько переведите так, что мне бы не хотелось бы там долго ждать, да, я уже сейчас готова переехать, и уже сейчас я там готова тебя поддержать, тоже искать работу там, да, заранее, сейчас, или там как-то знакомиться. Есть много, кстати, этих сайтов, где вы можете поговорить уже с людьми, которые знакомятся, и обсуждалки есть удаленные, и знакомых можете найти. То есть разных возможностей много. И уже сейчас работу там можете искать, посмотреть, какие там фирмы, посмотреть, какие там вакансии, разослать резюме. То есть можно это все как раз с ним обсудить, мягко так и сказать, что я бы уже сейчас хотела. А если бы мы вот сейчас могли переехать, я бы уже там могла бы там рассылать резюме, там, ну как бы, ну как ты думаешь, там могу я уже там вот, если вот меня пригласят, поедем там что-то вот так вот. Просто душевно поговорить о возможностях, как бы могло бы быть, что мы можем сделать. Не так, что вот, когда ты там уже там, когда мне уже туда забираться. Нет, то есть как-то, чтобы он видел вот эту вот перспективу, видел вот эти возможности, что вы готовы его поддержать, что вы как бы ничего там не будете на него ругаться, если что-то пойдет не так, потому что может что-то пойти не так. Вот. Главное вместе. Вот это ему скажите. В Москве он, скорее всего, не знаю, сможет ли он в Москве. Даже если с первого раза разговора не получится, он может обрубить. С первого раза. Вот, вы можете попробовать, да, ну, поговорить с ним, но может не получиться. То есть ему нужно... Он
не настроен еще будет для первого раза. Ничего страшного. Попробуйте во второй раз. Вот во второй раз тоже шанс будет еще поговорить с ним, поговорите еще. Но поговорите в таких, знаете, от, от любви, от души, вот о таких вот, на таких эмоциях. Ну реально просто, я хочу быть вместе, я там скучаю, да, и давай что-нибудь придумаем. Вот и главное, вы можете предложить свое, потому что вы ему поставите вот так, давай что-нибудь придумаем, да, и он такой, и чё? Да вы можете ему предложить несколько вариантов. Вот давай вот или вот так вот, или вот так вот, например. Вот я думаю, а вот так вот можно было бы, да? А ты как думаешь, там, ты можешь предложить, скажи, свои варианты. Как вот ты думаешь? А когда это будет? Вот, а я вот уже не знаю, вот мне уже тяжело, да я хочу к тебе, возьми меня с собой, а давай скажи, я буду там у тебя тоже жить, то есть, а давай, ну, то есть все варианты рассмотрите, ну, просто как будто вот маленькая девочка, которая скучает, просто вот вы просто вот от души с любовью поговорите так вот с ним, не давите, но вот просто душевно, с любовью вот так вот, то есть вот потихоньку, я говорю, первый разговор может не получиться сначала, но вот попробуйте еще раз. Таких разговоров было, да. Ну, как бы вот постепенно вот вам надо, да. Медленно до него вот доходит, да, немножко. То есть вы должны ему говорить. Да, к нему надо тяжело. Да, это все тяжело. Он в сомнениях, потому что он очень в больших сомнениях, конечно. Он не хочет потерять свою уверенность, свой авторитет, поэтому он сомневается. Он хочет, понимаете, стабильности. Он понимает, что он тут главный. От него многое зависит. Вам уже, знаете, можно... Я даже не знаю, как придумать. Тут как бы давай переедем и сразу поженимся как-то. Я выйду за тебя замуж только тогда, когда мы переедем, что ли. Я не знаю. Как только мы переедем, сразу поженимся. Я не знаю, тут переезд и сразу официальные отношения. Даже не знаю как. Что нужно сделать, чтобы переехать? Просто брать и переезжать. Брать и ехать, как-то говорят. Тут как бы брать и ехать, просто уже ехать можно. Уже можно переезжать. В июне, в августе, в июне, это что такое непонятное? В июне он говорит, подожди, говорит, до июня. В июне, может быть, у него все наладится, и в августе вы уже можете переезжать. И в сентябре уже тут у вас вообще можете уже забеременеть. То есть вот так вот здесь получается, блин. Он сам расстроен, что быстро не получается. Видите, он сам расстраивается. Он тоже хочет, чтобы все получилось быстро. Но как будто все зависит не только от него. Есть какие-то обстоятельства. У него очень глубинные страхи. Очень глубоко они, вот эти страхи у него. Очень глубоко. Ну, он не может, не знаю, как от них избавляться. То есть он очень... Тут как-то нужна стабильность и уверенность в завтрашнем дне. Очень глубоко у него эти страхи. В принципе, там надо просто, наверное, знать, сколько у вас денег, вы можете ли вы там купить жилье, чтобы вы могли там жить или там снимать. То есть надо продумать, может быть, прям посмотреть, сколько там стоит жилье или съем. И прям все на бумажке расписать. То есть вот это тут столько надо, тут столько надо, тут столько надо. Например, денег, чтобы полгода жить, надо столько. На документы надо столько. Есть у нас столько? Поехали. Нет у нас столько. Когда у нас будет столько, чтобы мы могли поехать? Когда завтра будет? Через месяц? Через полгода? Когда? А еще надо документы делать. Это ж не так быстро. Какая причина?
Тут как будто причин-то и нету таких, чтобы задерживать. Ну, как будто уже сейчас можете переехать. Ну, ну вот ему надо дела свои какие-то, да, делать, какие-то дела. Какое-то разочарование пошло. Тут просто, знаете, уже надо начинать сейчас, потому что кажется, что все будет быстро. Вот это бумажные волокиты, все, мы придем, все сделаем, все будет быстро. Но тут может немножко быть какой-то затык, может задержаться это время. Почему не сейчас-то? Тем более, смотрите, если у него там уже все есть, то вы можете туда переехать тогда. Чего вы тут его ждете? Можете тут туда уже переезжать и там его ждать. Может, он туда быстрее приедет. Почему он не может работать там же, где и вы, чтобы вы жили вместе? Вам как-то надо вместе. Причина, почему не приезжаете сейчас? Ну, это он так решил, блин. Тут не показывает прям. Это он так решил, это его решение, почему вы не переезжаете. Это его решение. И это какое-то тяжелое решение. Как будто все должно быть тяжело, нелегко. Он так думает, что все должно быть тяжело. Чтобы что-то получить, надо очень много трудиться. Да, нужно еще подождать. Подождать как надо. Недостаточно. Чтобы взять все плоды, нужно подождать, чтобы вот этот вот достаток, прибыль, то, что вот он заслужил, то, на что он надеется, нужно время. Я говорю, вам уже сейчас можно было бы переехать. Вот даже тогда мы тоже говорили. То есть можно уже переезжать. Потому что вам нужно как можно быстрее вместе быть, чтобы... Потому что, ну, вы начнете не понимать друг друга. Зачем вам это надо? На расстоянии тяжело. На расстоянии и ревность, и нехватка друг друга, да, и, ну, это как вот... Или пусть он вас туда забирает, где он сейчас. Скажи, куда ты, туда и я. Он может работать в Европе. Да тут вообще у вас нормально все будет. Маленький будет. Да, у вас все нормально будет. Он боится потерять там свою стабильность. Работа у него там будет, работу он там найдет. Все нормально, команда будет хорошая. И как бы вот он боится потерять стабильность. Надо, чтобы он вас приревновал, короче. Смотрите. Ой. Типа не такие комфортные, что не очень хорошие условия. Неважно, какие условия, вообще не важно. В любом случае, когда вы переезжаете куда-то, хотя у вас есть жилье, там будет меньше проблем. Когда какой-то переезд, всегда первый год очень тяжело, всегда. А если у вас есть жилье, то это тяжело в 2 раза меньше будет ощущаться. Поэтому, я не знаю, смотрите, если он начнет вас ревновать, ему придется конкурировать с кем-то, понимаете? Ревность такая, то есть он должен доказать, что он лучше. И у вас быстрее все это произойдет. Быстрее тут и переезд, и семья, и вот это он вас захомутает, короче. Быстрее. Если он не будет ревновать, тут все, вот видите, тут как-то вот и нехватка денег, и это продлится очень долго. Полгода точно. И тут, видите, тоже опять что-то не получается будет. Пусть он поревнует немножко. Надо что-то такое. Так вот и надо тоже ему объяснить, что неважно какие условия, быстро адаптируйтесь. Вот именно. Я вообще не понимаю, как можно, если есть жилье, сомневаться. Вообще не надо сомневаться, потому что на новом месте ему надо будет заново все с нуля начинать, новую работу искать. Если там нет, не искал еще, нет такого. Лучше, чем раньше, тем лучше туда уезжать, мне кажется. Тогда вы быстрее адаптируетесь и быстрее сможете
уже как бы и наладить быт, вот это все, спокойно все устаканится, жить уже спокойно. Ой, как сделать, чтобы чтобы он ревновал? Смотрите, вы можете сказать: ой, тут, в общем, старый друг, мы там вместе работали, ну, мало ли что, ну, как вариант, какой-то старый знакомый, с которым вы вместе работали, например, или какой-то старый друг там, да, вот вы встретились по работе, с ним пересеклись, вот, как бы вот, обращает внимание, ну, что-то такое, вот, ой, где-то, вот мы там ходили, там, не знаю, был корпоратив, встретила там старого знакомого, так не ожидала. Так хорошо поболтали, душевно, подарил подарок. Ну что-то такое, знаете, как будто не сильно, а вот так что-то вскользь, как будто кто-то рядом есть у вас, кто-то там мимо тут ходит, кто-то там знаки внимания вам уделяет, что-то такое. Какой-то друг из прошлого, вроде ничего особенного, но как бы знаки внимания вам там делать. Цветы подарил, ой, что-то тут это. Как бы, ну, как бы, не знаю, что-то надо, чтобы он поревновал. Да, что просто он очень уверен в вас и не торопится. Он думает, что время бесконечное. Это не так, это вообще не так. Вам надо прямо сейчас уже все это делать. Но у него офигеть какие страхи, у него все на эмоциях, видите, очень глубоко, по Луне это очень глубокие страхи, очень сомнения есть, может быть кто-то в детстве внушил ему эти страхи, да, вот или тяжелая жизнь была, это нормально, но он очень эмоционально это испытывает, ему очень тяжело внутренне вот эту стабильность потерять, ему важно знать, что все хорошо. Да, это зависимость у него. Смотрите, тут прямо выпадает. Это зависимость, он должен ее побороть. Должен избавиться, должен легче к этому. Это такой круг, это вот туда затянуло, и оно оттуда не вылезет. Видите, ему надо, это по дьяволу. Давай, еще больше, ты можешь, там, давай. А здесь можно заработать, и здесь. То есть надо это все бросать и нормально жить здесь и сейчас. Надо поговорить о том, что ты не знаешь, что будет завтра. У нас уже было столько ситуаций, когда вообще мы могли не знать, что такое завтра. Понимаете, это может случиться в любую секунду. Как можно не ценить то время, когда вы можете быть вместе? Я хочу быть рядом, здесь и сейчас. Это вообще, я не понимаю, даже вот одну секунду, и это уже много, это уже дофига. Жизнь не такая большая. Если посчитать, сколько тут, ну, например, сколько человек живет, да, сколько вам лет, да, и сколько вот еще вы вместе можете прожить вместе, например, да, хорошо, спокойно, чтобы все там было нормально. То есть, ну, это, ты же не знаешь, что будет, блин, завтра. Пока вы есть друг у друга, я вообще... Надо беречь друг друга, быть как можно больше вместе. Желательно, чтобы вообще работа была вместе, как-то, вот, знаете, в одном физическом месте. Не так, что на одной и той же работе, а, например, вы можете физически находиться дома и работать каждый со своей работой, но рядом, понимаете, видеть друг друга вместе. Не знаю. Зарина, добрый вечер. Донатила. Хорошо, посмотрим. То есть она тут... Да, вам надо брать все в свои руки. Да. Да, надо, чтобы он немножко приревновал. Тут у него очень вот эта сильная зависимость. Уже она давно, и как бы вот ему тяжело с этим смириться. Он не может. Надо найти работу на новом месте, и все. И он оттуда никуда не уйдет. Если работа будет хорошая, он вообще никуда не уйдет. Вы будете рядом всегда вместе. Просто надо там работу найти, чтобы вы были вместе. А он здесь отодвигает свое будущее. Нафига здесь? Здесь уже заработал, денег хватает, чтобы переехать. И надо там искать. Вы же там будете жить. Там, где будете жить, там и надо искать работу. Нет, слишком мягко и терпеливо, это понятно, но вы также мягко говорите с ним, также мягко, не грубо с ним, грубо не надо. Также мягко, но в то же время, как бы вы нечаянно там в разговоре обронили то, что вы еще кому-то нравитесь. То есть кто-то тут еще рядом есть. Вот, как бы, да, вы его ждете, вы там, но кто-то рядом все-таки здесь мелькает. Женское сердце, оно же такое
Вы, когда вам грустно, вдруг вас кто-то будет успокаивать, когда вам там тяжело, или когда вот такие дни, когда нужно, чтобы кто-то рядом был. Ну, как бы, создания нежные, мало ли. Как бы вот. Ой, да тут вообще все у вас красота. Может удаленно работать, делегировать свои дела. Да вы что, да вам давно уже надо решать все это. Тем более, видите, если у вас есть возможность. Чем раньше, тем лучше. Да, надо. Вам лишь бы вы были вместе и все. Поддерживайте друг друга и все. Какая разница где? Главное, что вместе. Так и будет. Мне кажется, если только там что-то у него рухнет на работе, тогда он только может сказать, ну все, тут я сделал все, что мог. Только если что-то там неожиданно у него полетит к чертям. То есть, если что-то там у него, если не заладится, только тогда он может, как бы вот, тем более, если территориально не привязан. Почему, зачем это вообще не понимаю. Тогда вообще не понимаю логики его вообще. Если так пошло, что он может и удаленно, и так. Вот. Вообще, если есть такое, что если люди хотят быть вместе, человек, мужчина, он сразу видит с женщиной, да, хочет вместе быть или нет. Поэтому, если хочешь быть вместе, давай быть вместе. А это непонятно, что это и так не пойдет. Говорю, так, я поменяла свое мнение, мне надо, чтобы ты был рядом, я устала, так, кто мне восполнит те годы, когда я тебя ждала, да? Мне тебя не хватает. Ну вот именно, видите, вы даже уже стали сомневаться. Так скажите, я тут уже сомневаюсь. Ну, вы так в шутку с ним, знаете, поговорите, он все равно к вашим словам прислушивается. Вот. Вы так можете в шутку сказать, то, что я тут уже начала сомневаться вообще, как бы, начинаете блин, или что, ну что-то мягкое такое, не знаю. Ну, вы, главное, с ним также спокойно, мягко общайтесь, просто вскользь упоминайте, что ой, а тут на Новый год вот этот, на корпоративе, ну, то есть, ну, может быть, и правда вот кто-то рядом есть такой, кто внимание вам кто-то скажет, ой, мне тут такой подарок на Новый год подарили, смотри, вот такой, а это вот как бы коллега с работы. Ну, у нас там тайный Санта был коллега с работы, там, не знаю, там, подошел, спросил, что ты хочешь, я сказал, да, ну, ты же, ну, не знаю, ну, может быть, такая ситуация у вас произойдет, то есть не скрывайте, если кто-то вам уделяет внимание, пусть он имеет в виду, вот, как бы вот, чтобы он, да и вообще, ждать тоже бесконечно, терпение заканчивается. У кого-то ее вообще нету. Сейчас я вам подсказку посмотрю, подсказку на ваш вопрос. Время сделать передышку и набраться сил. Вот такая вам подсказка. Не думайте ни о чем, думайте про Новый год, как вы будете веселиться. И все. И пошло, ну все нафиг, да, все эти проблемы. Просто делайте так, как вам нравится. Вот. Желание еще можно загадать. Закончилась. Благодарю вас. Вас тоже благодарю, Анет. Желание загадаем. Сейчас я отвечу еще донат один. Потом можно желание будет загадать. Ручку с бумажкой пока приготовьте. Запишите. Как раз про переезды. Может быть так. Какие перемены? Зарина, вас смотрим. Сейчас донатик. Какие перемены вас ожидают с наступающим 2025 годом? Какие перемены ожидает Зарина с наступающим 2025 годом? Другую возьму колоду. Что-то не пошла эта колода. Не пошла. Что-то как-то ерунда какая-то. Я думаю, понятно. Так.
Что колода на отношения. Перемены ожидают. Какие-то сможете мечты свои исполнить. Деньги появятся на мечту. В 2025 году как будто деньги появятся на мечту. Как будто вы будете во что-то вкладываться и придут, прибыль придет с этого дела. Вы куда-то вложились, получили за это, что-то сделали. Или может какую-то работу вы выполните, и вы получите столько финансов, что вы даже сможете что-то, вот то, что давно хотели купить. Что вы хотели купить? На работе у вас. Зарина, извините, отвлеклась. Спамеры эти засранцы. В общем, будет у вас приход денег, когда вы сможете что-то купить. По работе будет ждать какой-то успех. Может быть, на работе. Так, продвижение может быть. Смена работы. Нет, не смена работы. Как будто вы сможете сохранить деньги и сможете накопить деньги. Как будто вы не потеряете деньги по работе. Как будто по честности, по справедливости все вы будете получать, все нормально. Как будто вы заслужили что-то. С финансовой стороны вы что-то заслужите такое, на что-то сможете купить, то, о чем мечтали. Стабильность в работе будет. В работе все хорошо в деньгах. А насчет любви это зависит, да, Зарина, это вам. Насчет любви тут все зависит только от вас в 2025 году. То есть вы, если все возьмете в свои руки, если вы будете открыты к новым знакомствам, тут маг вам выпадает в любви. То есть все зависит только от вас. Маг, если он захочет, у него будут отношения. То есть если вы захотите, то у вас будут новые отношения. Тут и по дураку новое придет в вашу жизнь. Только если вы это захотите. Тут насчет отношений все зависит от вас. Почему-то вот так. Да, у меня уже есть мужчина новый. Но вот в этих отношениях зависит здесь все от вас. Так, сейчас, подождите. Ой, с этим мужчиной у вас будут развиваться отношения, кстати. Вот медленно, но с любовью. Любовь и романтика здесь. И какие-то медленные шаги. Постоянно будете общаться. И романтика. Любовь, влюбленность, флирт. Вот это вот все. От вас зависят эти отношения, потому что, видите, здесь от вас зависит, будет ли вам там хорошо, будете ли вы наслаждаться. И здесь как будто вы можете руководить этим мужчиной, а он будет делать то, что вы хотите. То есть ему надо говорить свои желания. Здесь такой мужчина, когда вы, не знаю, говорите, что вы хотите, потому что это делает вас счастливым. Здесь вот так вот, и он будет делать. То есть вот вы должны ему говорить, что вас радует, что будет приятно, если он сделает вот это, вот это. Поэтому вот здесь как-то вот от вас зависит это. Но здесь нужно немножко подстраиваться тоже под него, под этого мужчину будет. Да, что-то уступать. И он вам должен чем-то вот уступить, как бы, и вы ему, надо, чтобы вы тоже уступали. Здесь компромисс будете находить с этим мужчиной. Ой, я насчет того, насколько будут длиться ваши отношения, даже не знаю, потому что я посмотрела 25-й год. Тут резко, неожиданно, как будто может что-то произойти, можете поссориться там, да. И притом
И при том, как будто вот он виноват. Может быть, он вас приревнует к прошлому, что-то такое. Не знаю, короче, насчет отношений. Но вот с ним нужно будет договариваться, находить компромиссы, говорить о своих желаниях, чтобы он это мог вам дать. Прям говорить то, что вы хотите, то, что вам нужно. Если подарок, то, например, сказать какой. Если кремчик хотите для лица, то прям сказать, что я хочу вот этот кремчик. Давай пойдем вместе, я тебе покажу, какой я хочу. Ты там упакуешь его сам, подаришь сам, да, ну как бы вот что-то такое вот. Направлять его надо как-то вам. Направлять, чтобы он знал ваши желания. Поговорите о будущем. Совпадает ли у вас мечта о том, как вы хотели бы, какое будущее он видит, какое будущее вы видите. Какие-то мечты у вас могут быть. Да, какие-то мечты. Чтобы выйти с ним на новый уровень, надо выяснить, кто о чем мечтает, кто чего желает, кто как видит будущее. Потому что здесь кто-то, может быть, хочет переехать, а кто-то не хочет. Или, может быть, у вас одна мечта. Будьте аккуратны, потому что от этого мужчины вы можете забеременеть. Вообще с этим мужчиной могут хорошие отношения сложиться. Вот там, конечно, и был момент, что вы можете поругаться с ним, да, но отношения могут сложиться хорошие. Да, сомнений еще нет, сомнения, то есть есть, потому что вы еще друг о друге не все знаете. Есть такая информация, которую вы еще не знаете. А вот когда вы ее узнаете, может немножко поменяться ваши отношения друг к дружке. Потому что здесь есть что-то, что вы не знаете друг о друге. А когда узнаете, сомнений могут, может быть, еще больше, кстати. Можете еще больше сомневаться друг в друге. Ну, вы можете попробовать. Здесь говорят, вы можете попробовать, но вы можете попробовать с ним, хоть и сомневаетесь. Просто нужно больше общаться. Тут будете выбирать еще, сомневаетесь. Ага. Не знаю, тут сомнения. Не знаю, заходить или не заходить вообще. Подумайте, говорит, и примите решение самостоятельно. Вы еще будете сомневаться долго, потому что здесь есть определенные страхи. Быстро не начинайте общаться, быстро не начинайте, не стоит, потому что тут как будто нужно больше узнать друг о друге. В разных ситуациях, в кафешках, куда-нибудь походите, пообщайтесь, в компании, возможно, в компании друзей, на каких-то праздниках, корпоративах. Пообщайтесь, посмотрите, как он ведет себя с другими людьми, как он вообще себя ведет в обществе, вообще, как он. Вам нужно здесь больше друг о друге узнать, чтобы не разочароваться потом, чтобы уже не было поздно. Узнайте друг о друге побольше, потому что говорят, подождите немножко и увидите. А он будет звать, подождите немножко и увидите, говорят. Нужно подождать. Да, он будет действовать, он будет проявляться, он будет заходить, что вот он такой классный, себя показывать будет через какое-то время. Да. Сейчас еще посмотрим. Здесь как будто еще, знаете, ваши отношения. Я хотела спросить, какие у вас будут отношения, еще раз уточнить. Здесь не определены ваши отношения. Здесь еще нету конкретного будущего, точного. Вы можете его сами выбирать, сами формировать, сами тут моделировать. Как бы вот.
Нет, что вот, например, надо вот так или нет, надо вот так. Нету здесь, нет. Здесь перед выбором стоите, и еще непонятно, там даже еще неизвестно, что будет дальше. Зависит от вашего выбора. Да, тогда начнется новый этап. Вот, нет, вот вы не сделаете, вы так и будете сомневаться. Новый этап начнется, когда вы примете решение. Тут будущее неизвестно пока. Через 5 месяцев станет известно. Будущее с этим мужчиной, тут 5, 5, пятерки, пятерки. Станет известно только через 5 месяцев. Общайтесь с ним. Наблюдайте пока. 5 месяцев, 5 недель, 5 число. 5 прям стоит. Этот человек для вас учитель, как будто, знаете, вы как будто в прошлом не прошли какой-то урок. Чего-то вам не хватает. Для чего вам этот человек? Для того, чтобы восполнить то, что вам не хватает. Чему-то вас научить, чему в прошлом как будто вы еще не научились. Было что-то такое в прошлом. Но вот надо, чтобы вы еще раз прошли это. Как будто для этого он вам. Опять пятерка, чтобы вы боролись, для чего-то что-то по-честному, чтобы вы боролись. Да, учитесь делать правильный выбор. Короче, делайте выбор сердцем, потому что не делайте выбор так, что давай попробуем там, да, или там, ну вот если я ему нравлюсь, то здесь как-то вот вы должны понять честно сами с собой, нравится ли он вам, хотите ли вы вообще или нет. Тут надо пообщаться, если он вам не нравится, надо сразу рвать, вот так вот, как бы, ну нет, все. То есть не надо давать шанс. Вам надо быстрее научиться принимать решения, как человек вам для чего-то дан. Этот человек вам для чего-то дан, для определенной уроки. Не знаю, почему пятерки. Пятерка это может быть еще и внутренняя борьба какая-то. Вышло пятерки, 2 пятерки. 3 даже вышло, потом еще одна вышла. Это я срок спрашивала, когда вот вам станет известно. Какие отношения у вас могут быть через 5 месяцев или 5 недель. Да нет, в ближайшее время ничего такого не произойдет. Здесь как будто в ближайшее время вы сохраняете свое спокойствие, вы веселитесь с девчонками, там как-то встречаетесь со знакомыми, да. Здесь как будто от него нету действий в ближайшее время. Как будто вот он как делал раньше, так и будет делать. Тут как будто нет изменений никаких. И он тоже сомневается, кстати. Вообще стоит ли действовать или нет. Да, от него может поступить предложение, что давай будем вместе. От него может поступить предложение, что он хочет, чтобы вы были вместе, и вы быстро начнете развивать вот эти отношения. Здесь что-то новое может начаться, как раз таки вот новое начало может начаться. Он может предложить быть вместе, и тогда все быстро. После того, как он предложит, тогда все очень быстро закрутится. А вам будет страшно идти в эти отношения. Но тут вот смотрите, вам будет страшно идти в эти отношения, даже если там будет что-то предлагаться такое хорошее. Спросила, идти ли вам в эти отношения. Она говорит, вспомни, как было в прошлом. Здесь как будто какая-то ситуация из прошлого. Неприятная. Что-то вам нужно с прошлым разобраться. Это шанс. Да, вот это вот, не знаю даже как сказать.
Этот вот сейчас то, что вы с ним общаетесь, то, что вот он вам предложит, это как бы шанс понять, что вы сильная, что вы все сможете, что все зависит от вас, ваша жизнь. Не отдавайте никому вот это принятие решения, как лучше. И как будто в прошлом у вас была такая ситуация. Эта ситуация вам дана для того, чтобы сделать вас сильнее, чтобы вы научились брать все в свои руки, чтобы вот это какой-то шанс еще раз пройти то, что вы не прошли. И тут главное, не обманывайте себя сами. Здесь, узнайте, тут надо взять все в свои руки, всю вашу жизнь, всю вашу ответственность за вашу жизнь. Здесь надо посмотреть на человека прям серьезно. Если вы хотите с ним серьезных отношений, да, или рассматриваете его как своего будущего мужа, да, то вам нужно серьезно к этому подойти. То есть посмотреть, как он себя ведет в компании, сходить с ним в кафе или там, да, попросить его что-то вам помочь, что-то сделать, поговорить с ним, спросить совет какой-то насчет какого-то вопроса. То есть вот, ну серьезно к этому отнеситесь просто и посмотрите, как он будет общаться с другими людьми. Может быть, он на кого-то накричит, да, кто-то что-то ему не понравится. Вам будут говорить, что он добрый и пушистый, а на самом деле то, что как-то вот в каких-то ситуациях он вам не поможет, да, вы скажете, вот мне там надо, вот тут, вот это, помоги, можешь там меня подвести там или, не знаю, что-то такое сделать, да, вот. То есть человек может дать задний ход, скажет, ой, мне некогда, ой, там мне не могу, мне никого не, ничего не знаю, короче, посмотри сама. То есть, а если его проблемы, да, то давай, там, у меня же проблемы, там, то есть тут или наоборот, он вам поможет, он вам скажет, что ой, я сейчас приеду, все, что надо там, да, что привезти или там когда чего. То есть вы серьезно отнеситесь, не так, что там все наладится. Нет, он станет лучше, я его переделаю, нифига. То есть здесь прям надо серьезно отнестись. И не надо думать и ждать, что когда он там что-то совершит, он придет, побудет хорошеньким на примете, и все. А сидеть на попе ровно. Сейчас. То есть вам надо его анализировать серьезно и не давать ему спуску. То есть он должен пройти отбор тогда. Как бы если серьезно хочешь, то вот покажи себя. Ну вот. То есть вы должны сами, как будто вот... Нет, не сидите на попе ровно. Как-то, знаете, как-то нужно вам действовать. Как-то нужно активничать. Может быть, какая-то поездка будет у вас, да? Куда-то поехать надо будет. Может быть, он вас сможет подвести. Что-то у вас разрушается, не знаю, что такое. Как будто какая-то стабильность у вас, какое-то спокойное время у вас проходит, а начинается принятие решения, какая-то движуха из-за этого. Вы примете какое-то решение важное, начнет все меняться. Что-то не показывают, что надо с ним делать, чтобы он себя показал. Как будто у вас в прошлом уже была такая ситуация, опять показывают на прошлое. В прошлом раз у вас была такая, опять те же самые карты просто. В прошлом уже была такая ситуация, которая вас расстроила. Что-то не получилось. Какой-то был человек, может быть, вы думали, что он лучше, чем есть на самом деле. Он вам сделал больно. Головняк от него только был один, проблемы. Опять показывает прошлое. Вам надо посмотреть, как он будет вести себя в любви. Тут люди вкладываются в отношения, они идут друг другу навстречу, они не отворачиваются. Понимаете, здесь вот так вот. Наблюдайте, старайтесь, если есть какая-то возможность быть вместе, побыть вместе, чтобы понаблюдать в обществе, не обязательно быть там наедине, да, можно куда-то вместе сходить, не обязательно кино смотреть. Я имею в виду, когда вот он вам чем-то может помочь, или куда-то вы идете, где много народу, друзья, там компания, или где-то что-то по делам даже поехать вместе, просто чтобы вы рядом понаблюдали, как он общается, или вы там что-то, когда он вам помогает. Здесь как-то так вот, надо посмотреть, как он себя ведет. То есть, если будет какая-то возможность встретиться, лучше встретиться, чем не встретиться. Чтобы быстрее, потому что сомнений здесь очень много. То есть, прям нет такого, что... Да.
Блин, ну на этих картах не показывают. Здесь, знаете, здесь эти карты почему-то показывают работу. Что как-то на работе у вас будет быстро развиваться ситуация, на работе у вас будет все нормально. По работе показывает. Блин, а тут это не показывает ничего. Но никаких значимых поездок у вас в 2025 году не будет. Вы можете, кстати, поменять свое мнение. Вы можете поменять свое мнение на семью, на то, какая должна быть семья. Вы можете принять решение так. Должно быть вот так вот. То, что я раньше думала, вот, например, какой-то момент должен быть вот так, а теперь я думаю, что, например, вы думали, что главное в семье мужчина, да, а теперь я думаю, что нет, я буду лучше руководить, я буду направлять. Ну, как-то вот, какое-то у вас мнение поменяется о семейных отношениях, о взаимоотношениях, о дружеских отношениях, вообще о любых отношениях, какое-то мнение поменяете вы. Притом резко, неожиданно что-то случится. Резко, неожиданно даже можете вот разозлить вас, кто-то может поругаться с кем-то. Вот так скажете, так, все, нет, вот так больше не будет. Будет по-другому. Все, даже если будет такая же ситуация, вы скажете, нет, все, больше я этого не потерплю, как бы вот все вот так вот. Что-то тут такое насчет отношений, да. Да, как насчет романтических, то есть здесь, знаете, как будто вы примете решение, что вот человек много говорит и нифига ничего не делает, например, да, или он вам с вами общается, флиртует еще с кем-то. То есть вы сразу будете отсекать, вы сразу будете закрываться. Здесь как будто, ну, что-то такое будет. Измените взгляд. Будете уходить от этих отношений, да. Потому что если обманывают, то если что-то, видите, и ради вас не делают. Если человек отворачивается при вашей просьбе. Если отказывает. Если врет, тем более, то это вообще... Какой-то, в общем, урок будете такой проходить, и вам нужно будет его пройти, короче, надо. Здесь не показывает пока что. Пока нового человека нету, вы должны разобраться с какой-то ситуацией сейчас. Нового человека-то точно не будет пока что у вас. Кроме вот этого, который есть, с ним надо разобраться будет. Проанализируйте с ним. Какой он? Вы еще мало друг о друге знаете. Много чего неясного. Опять. Какие приятные сюрпризы вас ожидают в 2025 году? Опять мне карты говорят, то, что вы начнете по-другому относиться к мужчинам, вы начнете по-другому с ними коммуницировать, вы начнете по-другому от них что-то, ну, как вот ожидать. То есть вы по-другому начнете смотреть на их действия, на то, что они делают, что они говорят. Вообще по-другому станете относиться к мужчинам. Вообще просто. Не так, как раньше. Как-то вообще по-другому. По смерти тут просто перевернется у вас все, и вы уже, может быть, даже приоритеты какие-то поменяются, что вот мужчина должен быть таким, вы скажете, нет, он должен быть вот таким, вот это вот пусть будет, а вот это вот категорически просто нет. Ну, что-то прям поменяется, мировоззрение насчет мужчин. Все вокруг мужчин как-то крутится. Думала еще что-то посмотреть. Он не показывает. Это вот самое важное. Поездок у вас не будет никаких в 2025 году важных. Но вот важное это то, что какой-то переворот в голове и вот это ваше отношение к мужчинам. Вы научитесь правильно принимать решения. Если вам выдастся какой-то шанс в жизни, вы научитесь принимать решения правильно. Не будете долго думать, научитесь принимать, да. То, что вам дают. Кстати, то, что вам дают, это вы заслужили. Периодически придется чем-то жертвовать. Вам будет не хватать свиданий, поездок каких-то, внимания. Как будет... Нет, не будет. В общем, нет, не показывает. Не показывает. Как будто у вас какая-то ситуация, которую нужно разрешить сначала, а потом тут все постепенно. Все постепенно. А только у вас появится не этот человек, как будто, а другой. Выпали карты, то есть как будто новый человек появится, но он не здесь, как будто.
Возможно, он может даже быть за границей. Какой-то новый человек для... Так, это что уходит? Да, и вы будете спокойны. Какой-то новый человек придет в вашу жизнь. Из-за границы, возможно, откуда-то. Здесь вот, возможно, официальные отношения. И как будто из вашей жизни уходит разочарование. И придет стабильность. Когда вы успокоитесь, будет спокойно, стабильно, вы будете в нем уверены. Какой-то человек такой будет. Ну а с этим еще вообще тут много непонятного. Много непонятного. Надо узнать. Надо узнать все сначала. Но с ним нужно пройти вот этот... Так, сейчас посмотрю. Да, блин. Вот общаясь с ним, как раз таки и даст вам вот этот переворот в вашей жизни. Семейные ценности, как общаться с мужчинами, вы по-другому начнете на это смотреть, да. Возможно, вы перестанете ревновать. Перестаньте закрываться от того, что отношения сложно строить. Тут оба должны вкладываться в отношения, оба должны хотеть. И будущее должно быть у двоих одинаково. Не должно быть у вас расхождений. То есть вы должны видеть одинаковое будущее вместе. Не, все, опять про работу какая-то. Что-то опять про работу. Ничего больше не хотят сказать мне. Все посмотрела, не хотят больше ничего говорить. Самое главное, переворот в этом в мировоззрении мужчин. Относиться будете по-другому. Подсказка на ваш вопрос, посмотрим. Откажитесь от всего ненужного, вам говорят. Откажитесь от всего ненужного. Подсказка. Смотрите, этот мужчина, который у вас сейчас, Зарина, еще на других картах посмотрела, этот мужчина, который у вас сейчас, он может ограничивать вашу свободу, вашу независимость, поэтому, ну, пообщайтесь с ним, пообщайтесь, здесь нужно общаться и посмотреть, как он вообще представляет свое будущее вместе с вами. Ну, если он вам что-то будет предлагать, то нужно тут много общаться и наблюдать, сразу не рвитесь в бой, не нужно. Вот. Нужно наблюдать. Сейчас. Подсказки вроде бы всем дала, да, ведь? Да. Так, сейчас общий расклад тогда будет. Давайте посмотрим общий расклад. Будет 10 посланий из будущего. Вот таких вот, да? Давайте сначала загадаем желание. Я говорила же желание. Бумажку с ручкой можете приготовить и запишите свои желания. Вот пока будет вот это вот... Ой, так, 3 выпало. 3 выпало. Какую вам, желтенькую или розовенькую? Розовенькую. Давайте розовенькую. А, еще донат. Еще донат. Хорошо, давайте... Благодарю вас, Зарина, тоже. Давайте желание загадаем, и донат будет. Смотрите, пока вот она сейчас не светится, сейчас я ее поломаю, она будет светиться сутки. Сутки, то есть у вас есть время. Вот сейчас 11:16, у меня, по крайней мере, у вас, не знаю, у вас есть сутки до завтрашнего вечера 11:15. Вам нужно написать желание и прямо расписать, что нужно сделать для этого. И держите прямо перед глазами вот это вот свое желание, чтобы видеть каждый день. И что-то каждый день делайте, чтобы оно быстрее сбылось. Давайте, чтобы ваше желание быстрее, в общем, в течение суток придумайте желание же, да? Сейчас. Ну вот она, правда, она не полностью.
Такая палочка. Вот она будет гореть сутки. Вот так это, ее даже не видно. Давайте еще сделаем, чтобы было видно. Она светится. Розовая. Ну-ка, откройся. Не открывается больше. Ну, в общем, вот одно сегодня, значит, не открывается больше. Хотела еще. В общем, одно желание. Пока она сутки светится, вот вы просто не откладывайте. В течение суток напишите желание, которое вы хотите, чтобы сбылось. И распишите шаги, которые нужно делать. И каждый день делайте что-то, чтобы это желание сбылось как можно быстрее. Каждый день. И держите это желание прямо перед глазами у себя на столе, кто-нибудь повесьте, на стикер, там, не знаю, чтобы вы каждый день видели. И обязательно напишите, чего вы хотите, чтобы оно сбылось. Можете много желаний написать. Но тогда придется делать много всего. Но лучше одно сначала написать, чтобы оно сбылось. Вот. Так что есть такая вот, пока светится палочка, не откладывайте, подумайте, чего вы действительно хотите. И когда у вас, знаете, да, вы даже можете сделать пароль. Когда вы заходите в компьютер, сделайте себе пароль, например. Чтобы помнить это желание, прям вы, например, что вы хотите? Любимого, да? Нет, любимого, это вы будете любить. Быть любимой. Вот это лучше, да? Или, например, что вы хотите? Финансы, переезд. Переезд с любимым. То есть вы, когда блокируется компьютер, вы там, чтобы пароль набирали каждый день. Переезд с любимым, да? Там вот так, ну, что-то такое. Успех там в карьере, там, да, вот, и прям напишите, желательно напишите прям год, 2025, там, да, там, новые возможности в 2025 году, и вы каждый день будете набирать этот пароль, вы каждый день будете видеть это, понимаете, вы, ну, то есть, чтобы не забывать вот это ваше желание, и напишите на стикере, и вот подумайте в течение 24 часов завтрашнего вечера. И когда вы будете, у меня такой пароль есть на работе, я каждый день набираю, у меня еще экран гаснет, я набираю, я каждый день помню об этом, о своем желании. Я знаю, что мне нужно делать. Мне, например, надо учить английский язык, потому что я вообще не могу говорить на английском. Я вот каждый день набираю этот пароль, когда я работаю, и у меня каждый день в голове эта мысль, что мне нужен английский. Я каждый день помню о своей мечте, там, о своем желании, понимаете? И также у вас. Это не должно выходить у вас из головы. Поэтому пока светится палочка, у вас есть 24 часа, пропишите желание, и пропишите, что вам нужно для этого сделать. А еще желательно сроки. Если сроки укажете, будет вообще замечательно. Если вы будете придерживаться, то будет вообще. И то есть каждый день делайте что-то, каждый день что-то делайте, чтобы оно у вас сбылось. Вот. Так что такая вот палочка тут будет лежать. Ну, конечно, она бледная, но в темноте она светится. Вот, так что имейте в виду, всего 24 часа, потом она погаснет. У меня уже все записано. Классно. Еще со сроками. И главное, каждый день что-то делать для этого. Главное, каждый день что-то делать. Потому что дни идут очень быстро, просто очень быстро. Да. Сейчас посмотрю донатик. Потом тогда сделаем 10 посланий из будущего. Да, кстати, вам пора перестраиваться, Аннет, уже не ждать. Никогда, а которая? Я поняла. У вас начнется сценарий отношений. Какие отношения у вас начнутся, когда вы меняете тактику? Когда вы поменяете тактику, он вам скажет какую-то новость, какое-то известие, будет разговор. Будет разговор между вами. И это будет его инициатива. Его, дорогой, ты хочешь поговорить? Ой, мне некогда, у меня тут это поклонник, да? Как бы он начнет действовать, и что-то будет, он захочет поговорить. Это прям вообще просто. Захочет поговорить. О чем поговорить? О любви, о том, что мы же вместе, о чувствах. В общем, он захочет поговорить, его прям потянет на разговор.
Так, ну ладно. Дальше что? Дальше что? У него поменяется. Так, у него что-то, у него как-то по-другому станет смотреть на вашу жизнь вместе, на то, чтобы расписаться, на то, что на официальные отношения, на вместе жить, на вот это вот на семью. Так, что же у него поменяется? Про что? Поменяется отношение, то, что как бы нужно делать выбор, а не ждать. До него дойдет как раз-таки, что нужно делать выбор, а не ждать. Потому что он в своем ожидании может потерять вас, как свою семью. Вот он к этому придет. Он к этому придет, что хватит ждать, нужно делать выбор. А вы подтолкните. Да, ты прав. Давай, давай. Как бы ему будет казаться, он расстроится, что вам там хорошо без него. Как же так? Как же так? Вот. Он же хочет вас сохранить, он же не хочет никуда вас отпускать, он хочет, чтобы его ждали, а вам там хорошо. Нет, вы должны страдать так же, как и он. Как раньше. Вот все было как раньше. Ты одна, независимая, сильная, но одна. Вот как раньше давай так же. Давай ну вот это, вот давай обратно. Обратно. Это, вертай обратно. Да, у него тут очень много таких вот надуманных иллюзий. Ну как же так, да, как же так? Вы тут как бы от него будете закрыты, потому что, ну вы уже... Короче, поменяется мнение, поменяется. Да, то, что за вас надо бороться, вы уже как-то там вот от него отдаляетесь, нужно теперь как-то конкуренты какие-то появляются, надо показать, что я лучше, что происходит вообще, что происходит, такое будет у него. Он, знаете, тут он поймет, он будет расстроен какое-то время, он будет расстроен и будет думать. Понимаете, ему надо понять, что у него уже есть его счастье рядом, рядом, а он это не ценит. Нафига он смотрит куда-то там, что вот за забором у соседей там трава зеленее? Нет, у него у самого уже все есть. Вот надо, чтобы до него это дошло, что у него это есть уже все. И он может все это потерять. То есть не нужно ему быть одному, не нужно, никто его не заставляет. Он уже сейчас может быть счастлив. Вы уже сейчас можете быть счастливыми. То есть не нужно ему вот это вот все. Надо вот это вот понять. Да, он обманывает себя. У него самообман какой-то происходит. Он обманывает себя в том, что вы будете его ждать. Бесконечно, притом долго вы его будете ждать. Вот в этом вот этот самообман. Потому что все, может случиться все, что угодно. Да, и вы можете по-честному ему сказать, а знаешь, дорогой, да, как бы я не собираюсь бабушкой за тебя выходить замуж. Да, вот так вот как бы. То есть, как бы вот по-честному можете ему сказать, что когда же, дорогой, я тоже, у меня терпение тоже не бесконечное, как бы до него дойдет, что вы его можете отправить куда подальше и сказать так, это честно, я уже не могу, да, как бы вот, что это какая-то ерунда вообще получается. Ну, как бы вот к этому придет. Фильтровать ли вам разговор? Подумайте, да, дважды, прежде чем сказать. Подумайте. Подумайте о последствиях, в общем. Это тоже тут тоже надо грамотно подойти. Знаете, когда будете говорить, вы подумайте о последствиях. Ну, получите вы то, что вот вы хотите, или нет от него? Долетит ли до него вот эта фраза, дойдет ли или нет? Или лучше не говорить? То есть тут как-то напрямую не надо. Здесь надо по-женски, так аккуратненько, ну как бы, ну реально как есть, потому что, ну это честно, но если он не понимает вот так вот, ну, например, грубо, если сказать, он обидится, да, а как бы, ну жизнь такая вот, жизнь такая, что может быть и так, и так. И то, что вокруг вас происходит, то есть по-другому общайтесь с ним, естественно, но думайте, о чем говорите, но по-другому. Поменяйте тактику, да.
Здесь как будто вам и не надо будет, здесь не то, что вам выводите вы на ревность, а здесь как будто сама ситуация будет такая, что не нужно скрывать. Если кто-то вами заинтересуется или кто-то уделяет вам внимание, вы об этом ему говорите всегда. Пишите, говорите, как бы не скрывайте. Не сильно горячо. Здесь как бы говорится о том, что вам будут уделять внимание. Это будут такие моменты. Где-то в компании будет хорошо, и там и мужчины будут тоже. Там общая компания, девчонки, мальчишки, все это будет. То есть вы не скрываете этого от него. Говорите, что там было классно, да, было весело там. Танцевала ли ты с кем-то? Мы все там танцевали, да. То есть не то, что на ревность, но и не, ну, то есть... Если кто-то вам уделяет внимание, говорите об этом. Здесь как-то вот через ревность пойдет у него движение. Ну, как бы вот как есть. Как-то в мягкой форме. Тут как будто сама ситуация такая будет, подвернется. Здесь не надо делать ничего специально в мягкой, не мягкой форме. Тут ничего не надо. Тут как будто сама ситуация начнет развиваться. Вы сами увидите, кто-то рядом появится. И поэтому ревность, да, внесет суматоху в его внутреннее состояние. Да, не нужно ничего делать, это как-то он сам все сделает потом. Он почувствует, что надо принимать решение и надо что-то делать. Ну, тут как бы он сам примет решение потом. Да, он почувствует это, он очень хорошо почувствует. И так скажет, так, надо собирать чемоданы и ехать, надо, хватит уже, надо включать. Ему надо включить мозг, что будущее, оно уже сейчас. И не надо думать о том, что будет завтра. Неизвестно вообще завтра, что будет или нет. Вообще сейчас такая жизнь непонятная, надо вместе быть все время. Я не знаю, до мужчин доходит только тогда, когда ты расстаешься с ними, они уже там, ну, давай, вот то, что ты там хотела что-то когда-то, а вы такие, как бы, а мне уже не надо, как бы, все, иди. Они только до них поздно доходят, они почему-то думают, что женщина всегда будет его ждать, но нет, не бывает такого. Просто занимайтесь своей жизнью, живите так, как есть, да, ну и рассказывайте ему, что происходит. Это как-то кто-то вам все равно будет уделять внимание. Вот, кто-то появится. Само собой так получится. Просто не сидите дома в заперти, например, а общайтесь. Если в компании друзей куда-то вас зовут, идите, общайтесь, будьте на виду, вот так вот. Какие у него сейчас чувства? А вот он не скажет вам, какие чувства, он злой. Он злой не скажет, видите? Не показывает, какие чувства. Закрытые чувства. Что бы он хотел, чтобы мы знали, мы бы хотели, что он бы хотел, чтобы мы знали, что он в расстроенных чувствах. Он в расстроенных чувствах, но в то же время у него есть возможность, а он не видит, что понимаете, он хочет большего. Он не видит, что у него уже все хорошо. До него никак вот это вот не дойдет. Он хочет, чтобы вы думали, что он в расстроенных чувствах. Он не показывает по-настоящему в каких. Он хочет большего, но у него уже есть, у него уже достаточно. Ему бы кайфовать от того, что есть, а он не может. Он будет кайфовать, когда у вас дети появятся. Он как будто окунется уже все вот в любовь. Да. То есть так. Ну нет, не показывает, прям что-то с ним делать-то. Вот надо, чтобы он как-то поменял свое мнение. Надо здесь и сейчас жить. У него уже как будто все нормально, все возможно. Вы можете и расписываться, и жениться, там, не знаю, переезжать, и все, как бы все решать. Тут все уже все заработали, отработали, и все по-честному, все нормально. Но здесь страхи и сомнения мешают начать новое, мешают начать. Надо выкинуть их, потому что это все неправда. Так не будет.
Периодически, да, нужно будет приходиться, ну, будет такое, периодически нужно будет отстаивать что-то свое, бороться, но это нормально. Как бы то, что ваше, оно так ваше и будет, понимаете? Тут вот так вот. Просто вы продолжайте делать то, что и делали, например, в работе, то, что, да, что все будет хорошо, то, что ваше будет. Не надо бояться. Да. А вам надо сделать выбор, что нужно больше общаться, выходить в свет. Не думайте о прошлом, не нужно прям таки ждать, сидеть дома, быть закрытой от всех. Будьте красивой, выходите с подружками, куда-то встречайтесь, гуляйте. То есть не ведите затворнический образ жизни, нет. Больше общайтесь, с друзьями выходите, делайте фотки, где вы радостны, где там люди, там, ну как бы вот то, что покажите, что жизнь, она вот, а он упускает, его нет рядом в эти моменты, понимаете? Когда вам плохо, когда вам хорошо, его нет рядом. А это самое главное, чтобы человек был рядом. Именно вот во все моменты вашей жизни, в любые, вот, понимаете? Вы можете там где-то что-то гуляете, отмечаете, там, вот, не знаю, там фотки прислать, там сказать, что вот тебя тут не хватает. Вот тут вот тебя не хватает. Не так, что я скучаю, там не надо. Он уже ему это достало, уже, наверное, так же, как и вас, уже, потому что этими словами ничего не меняется. А надо говорить, что вот тут тебя не хватает. По факту, вот просто тут вот тебя не хватает. Чтобы он сам задумался. Ты что, скучаешь, ты что это? Не важно, что нет, просто тут тебя не хватает. Вот, пусть он сам подумает. Не надо все ему рассказывать, как есть. Пусть он немножко, тайна тоже будет у вас, знаете, вот так вот, тайна. Ты приедь и разберись. Вот приедь, я тебе расскажу. Некогда мне сейчас, я в расстройстве, у меня там какие-то дела, что-то такое вот. То есть, ну, как-то вот, не говорите ему все. Вот. Что-то такое вот. Тут тебя не хватает. Вот. Он задумается, если его не хватает, не может ли оказаться кто-то рядом другой. То есть, не видите, тут не обязательно, что ревность в этом. Ревность можно по-разному, тут хитрость надо применить. Но реально, если его не хватает, ну что так и есть. Просто надо подать это не так, что я скучаю, а вот что вот надо бы вот, было бы здорово. Именно сейчас он нормально ли отреагирует, если начнете разговор? Начнете разговор, как он отреагирует. Непонятно, как он отреагирует. Вообще, начать разговор можете, да. Начать разговор можете, там, да, вот, что все классно, мы будем вместе, там, вот так, в нашем переезде, все такое. Но здесь что-то на дьяволе. Он подумает, что вы захотите ему манипулировать. Возможно, что вы что-то такое вот в это ввязываться. Ну, нет, у него все работа. Нет, я буду работать. Нет, так и не сдвинется, даже если вы сейчас поговорите об этом. Так же все останется. Как будто у него нет возможности приехать. Не знаю почему. Нет, все равно нет. Лучше потом начать разговор, не сейчас. Если сейчас, это прям десятка. Сейчас это будет сложно. Дайте ему время. Лучше попозже. Попозже тут вот будет уже другая десятка. Но хорошая. Это когда же? Через недельку он сам с вами заговорит, кстати. Через недельку он сам с вами заговорит. Вы можете не начинать этот разговор с ним. Не начинайте разговор, просто помолчите и занимайтесь своей жизнью. Я говорю, веселитесь, там встречайтесь с друзьями, как бы, пусть тоже подумает сам. Ну а что, зачем опять начинать то же самое без результата? Надо, если уж говорить, то чтобы был какой-то результат. Нет, просто говорят, ну занимайтесь пока своим. Учиться можете что-то другое делать. Пока не стоит. Как будто шанс сам выдастся пока. Пока не надо. После Нового года 100%. После Нового года 100% надо будет разговаривать и не один раз.
А до Нового года вообще не парьтесь. До Нового года вообще можете не разговаривать. Да, вы ждете его, да, вы там его поддерживаете, да, вы там как бы все нормально. Но в то же время до Нового года как бы вы встречаетесь с друзьями, гуляете, вам хорошо там, ну как бы вот так вот. Но не разговаривайте о будущем, просто вам классно. Да, вы его ждете, все нормально там, ну и в то же время вы отдыхаете. А разговаривайте после Нового года, после, не надо на Новый год. До Нового года здесь как-то не получится. Непонятно вообще. До Нового года нет, не стоит. Не стоит. Не говорите вообще, не говорите. Может быть, даже он сам потом начнет этот разговор. Вообще, вы вообще не надо. Не надо, не стоит. Да, кайфуйте лучше. Кайфуйте вообще, не парьтесь. Все, оставьте на какое-то время эту вообще тему просто. Вот. Занимайтесь чем-то другим. Переключитесь пока не надо. Пока не надо. Он будет заниматься работой, вообще будет закрываться. Он как будто сам эту тему поднимет. Он сам эту тему поднимет, он сам как будто уже там... Ничего не надо, вообще ничего не говорите ему. Просто много думаете, мне кажется. Сейчас посмотрим подсказку. Подсказку на ваш вопрос. Так, смотрим. Все получится. Вам говорят, все получится. Так, ну-ка настраивайся. Вы пока просто не видите как и не знаете как. Но все получится. Вы поймете, как увидите. Все наладится. Вот так. Вас тоже благодарю. Всех благодарю, кто тут на эфирчике. Давайте теперь будем смотреть послания. Вот, из будущего. 10 посланий будет. Можете загадать позицию любую. От одной. Так, где тут я сейчас напишу? 10 посланий. Не напишу. Мне тут не видно, мне тут темно, не напишу. Ну ладно, так вы поймете все. 10 посланий из будущего. И можете загадать любую цифру от единички до 10. Можете 2 цифры, как хотите. Будет послание из будущего на сейчас, на данный момент времени. Послание из будущего. Послание из будущего. 1. Кто единичку загадал? Единичка. Ты никому ничего не должен. Ты взрослый человек и сам строишь свою жизнь. Никому ничего не должны. И никогда ничего не делайте через силу. Если вы этого не хотите, не идите против себя, кстати. Вот двоечки. Двоечки, ты забыл что-то важное, ты еще успеешь все исправить. Так, вы помнили, а потом забыли. Вот вам нужно вспомнить, что вы такое важное забыли. Будильник на утро поставьте, может быть. Тройки. Смотрим, троечки. У вас послание из будущего. Не обесценивай свои достижения. Хвали себя даже за самый маленький успех. Хвалите себя. Смотрим, четверки. Четверки. Ты ограничиваешь свои возможности. Так, настраивайся. Ты ограничиваешь свои возможности. Пора выходить из зоны комфорта. Смотрите, не ограничивайте возможности. Там целый мир. Какой он еще и красивый. Пятерки. Пятерки. Не стесняйся просить о помощи. Если тебе нужна помощь, просто попроси. Это не сделает тебя слабым. Шестерки. Прислушайся к своим чувствам. Сделай так, как чувствуешь. Не сопротивляйся внутренней интуиции. Семерки. Семерки. Прими с благодарностью то, что происходит сейчас. Это тебе во благо. Тут, видите, плохо настраивается немножко. Восьмерки. Ой, восьмерки, кто-то хочет тебя обмануть. Пожалуйста, будь осторожен. Может быть, сейчас, кстати, перед Новым годом какие-то скидки, вот, манипуляции с деньгами, смотрите аккуратно. Не ввязывайтесь ни в какие там рассрочки. Видите, кто-то может захотеть вас обмануть. Скажет, вот тут скидки, то все, давай, подталкивать. Не принимайте решения быстро. Лучше уйдите на время, подумайте. Девятки.
Девятки. Отношения — это тоже работа. Не пускай все на самотек. Обрати внимание на ваши отношения. Вот, это может быть не только любовь, тут может быть и дружба, и по работе, и с родственниками. Так, десятки. Ой, у десяток такая карта. Пора встретиться с друзьями. Вы давно не виделись. Удели им время. Да. С нашей жизнью время на друзей вообще не бывает, да? И вообще ни на кого. И хотя те, кто рядом, всегда рядом. Давайте посмотрим еще, что делать и что не делать, чтобы неделя была хорошая. 3 позиции загадывайте. Первая позиция, что делать, чтобы неделя была хорошая, и что не делать, чтобы неделя была хорошая. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Нужно уже начинать действовать. Все, что касается вашего будущего, вот это все делайте. То есть здесь уже мысли какие-то были насчет будущего плана. Если вы чего-то хотели, то уже хватит уже хотеть, уже надо начинать действовать. Здесь нужны действия. Здесь уже хотеть не поможет. Лежать в сторону своей мечты не поможет. Нужно действия какие-то. Нужно уже что-то делать. Здесь обращайте внимание на свои желания, не знаю, будущее, на свои действия. Здесь то, что вы будете делать сейчас, оно как будто заложит основу для вашего будущего. Какие-то будут последствия в будущем. Поэтому то, что вы делаете сейчас, делайте, чтобы у вас было в будущем хорошо. Вот. Обратите внимание на свою карьеру тоже. Подумайте, чего вы хотите. Здесь как будто задел на будущее все, что вы будете делать. Активная позиция у вас должна быть. Активную позицию занимайте. Что не делать, не нужно спорить с людьми, отстаивать что-то свое, доказывать. Ну и думают они так, ну пусть так думают, вы думаете по-другому, это нормально. У каждого свое мнение, то есть не нужно отстаивать свое, ругаться, что-то там, знаете, конкурировать с кем-то. Ну не стоит. Вот. Оксана Ивановична, здравствуйте. Приятного вам эфира. Можно подсказки на всех колодах. Можно, Оксана, можно. Сейчас посмотрим еще 2 позиции. Сейчас вторая позиция. Что делать, чтобы неделя была хорошей? Что не делать, чтобы неделя была хорошей? Что делать, чтобы неделя была хорошая? Ну, здесь, если вас попросят о помощи, помогите этому человеку, это вам вернется потом. Если там вам нужна будет помощь, тоже попросите кого-то. Всегда будет рядом человек, тот, кто сможет вам помочь. Вот. А здесь нужно общаться так, чтобы вы понимали, что человек вам благодарен, да, например. Если кто-то вас попросил о чем-то, то он вам сказал спасибо. А если вам человек не попросил что-то, вы ему помогли, он сказал, ну, как бы я и сам мог, да, делайте выводы, общаться ли с этим человеком и помогать ли в следующий раз. То есть вы должны одинаково, то, что если вы помогли, то и вас должны отблагодарить как-то. Имейте в виду, какое-то такое общение должно быть. Вот, благодарность, что вы получали за то, что вы делаете. И тут обратите внимание на свои финансы, на то, что вы тратите. Вот смотрите, на кого вы тратите. Вот грамотно тратите свои деньги. Здесь с финансами аккуратнее. Что вам не нужно делать? Вам не нужно вообще закрывать свои чувства, закрываться от общения, от каких-то действий. То есть действуйте, не нужно сидеть и думать, что я ничего не буду делать, значит все будет хорошо. Нет, вы уже ничего не делаете, вы уже сделали какое-то решение, это уже может быть не очень хорошо. Здесь не нужно сильно много надумывать. И всегда вот о чем вы думаете, вот то это вот там ваше внимание, поэтому не думайте о плохом. Думайте только о хорошем, потому что если вы думаете о плохом, все ваше внимание на плохом. Это как ангел, да, который записывает, ну, ты хочешь, чтобы было плохо, ну ладно. Да, нет, думайте о хорошем. Вы хотите, чтобы все было хорошо. Троечки, что делать, чтобы неделя была хорошей, что не делать, чтобы неделя была хорошей. Что делать, чтобы неделя была хорошая? Здесь можно включать глупенького человека иногда, то, что вы ничего не понимаете, если что-то там от вас хотят или требуют, вы можете все перевернуть в шутку, да, как бы, чтобы ни с кем не ссориться, чтобы никого не злить, вы там, да, ты так хотела, я не знала, да, ой, а я не слышала, там что-то как-то вот надо как-то легче относиться к ситуации вам, вот, что делать, легко относиться и посмотреть, может быть, на ситуацию немножко по-другому, то есть все можно решить, но как-то по-другому. Легче относиться к жизни. Несерьезно, вот так вот легко.
Что такое? Будьте открыты к новому, ко всему. Не отказывайтесь сразу. Что не делать? Не нужно проявлять свою силу, не нужно показывать, что вы лучше других. Лучше не выделяться тут. Не надо. Вот. Так что здесь не нужно проявлять силу свою, нет. Не нужно активную позицию занимать. Если говорят, кто сделает, вот такие, я, да, нет, не нужно так делать. Это, кто сделает, а вот такие, да, что-то там спросили, что-то надо было сделать, я не слышал, да, а меня не было, я выходила из кабинета в этот раз, да, ой, я не знаю, ну я не знаю, как-то, ну вот так, как-то гладко обходить вот эти острые углы, сильно не вперед не рваться. Вот, так что здесь такие вот позиции. Здравствуйте, Кристина. Когда найдете своего мужа, не знаю, когда найдете. У нас вопросы за донаты. И вопрос поставлен неправильно немножко. Вы его ищете вообще, своего мужа? Во-первых, вы его ищете, прям ищете. Вы что-то делаете для того, чтобы его найти? Вот, и как бы тут вопрос по-другому надо ставить. Когда вы будете спрашивать, то надо спросить, что мне нужно сделать, чтобы как можно быстрее встретить своего, да, вот будущего мужа, да, который будет меня любить, там, не просто там мужа, а именно того, который будет вас любить, ценить, с которым вам будет классно. Вот что вам нужно сделать для того, чтобы встретить этого мужчину? Потому что мужчина ваш приходит на энергию. Если вы уже готовы, то он появится. А если вы еще не готовы, если вы еще там, то даже если он появится, у вас ничего не получится. То есть вы будете хотеть одного, а он другого. Он, например, вы можете что-то не оценить. Ну, тут много может чего быть. Поэтому, если будете задавать вопрос еще кому-то, да, вот, то как бы... Что мне нужно сделать, чтобы как можно быстрее встретить своего вот будущего вот мужа, который будет меня любить, обожать, там, целовать, не знаю, обнимать, с которым мы будем счастливы. Вот надо такой вопрос задавать, а не когда вы найдете. Потому что когда вы найдете, карты могут вам сказать, у меня уже много лет назад я могла бы найти, но они вам предполагаемые скажут время, но это не значит, что это сбудется, потому что к этому времени вы можете просто сидеть и ждать. Вы не будете ничего делать, например, или вы не переедете в другой город, потому что будете думать, что он в этом городе вас найдет. То есть вы будете думать, вы будете ждать это время, а ждать никогда не нужно ждать, потому что много раз бывает такое, что судьбу могут менять, потому что вы даже можете ее ждать. То есть вы ждете, а во время ожидания ничего не получится. То есть надо, чтобы вы не ожидали, надо, чтобы вы уже не хотели, чтобы ему пришлось вас добиваться. Потому что если вы его ждете, то вы примете его и скажете, да, я согласна. Тут нет. У вас может получиться тогда, когда, например, у вас уже были отношения, когда вам уже сделали, например, больно, когда вы уже поняли, как вы не хотите. И когда вы познакомитесь, уже... Ему придется вас добиваться, доказать, что да, он достойный, и тогда он вас оценит выше, и вы его оцените выше, потому что вы уже поймете, что он готов ради вас на что-то. То есть тут много разных ситуаций может быть, поэтому здесь по-другому вопрос задавайте тарологам, если что. У нас вопросы за донаты, но как бы здесь вопрос задан немножко неправильно. Карты могут сказать, но если к этому времени ничего не изменится в вашей жизни, да, вы не поменяетесь, то сроки отодвигаются потом. Бывают люди, проходят уроки, вы можете вступить в отношения, которые будут не экологичные, там, да, когда человек, может быть, другой встречается, и вы можете подвиснуть на года потом, не выйти из этих отношений с таких, когда он будет вам врать и обещать. Это может годами длиться, и вы будете, уже тот человек не сможет с вами встретиться, потому что вокруг вас энергия другого мужчины. Много чего может быть, поэтому давайте, в общем, будем смотреть Оксане Иванчишиной лучше. Вот. Тут же подсказки на всех колодах. Так что, Кристина, если что, подсказку могу вам достать на ваш вопрос, если напишите подсказка. Вот на этой колоде будет подсказка. Пока для Оксаны Иванчишиной я посмотрю. Просто столько разных вариантов может быть в вашей жизни. Даже, знаете, вам могут выбрать в вашей жизни, да, может быть мужчина, да, но он может быть в разных вариациях. То есть вам сверху, да, ваши там ангелы или судьбу кто делает, или там, не знаю, что угодно, или даже вы своего будущего, вы можете
предполагать несколько мужчин, а вы могут думать, какого вам дать, даже ваш род, этого или этого. Представляете? Даже может быть такое. То есть не он не один может быть в вашей жизни, ваш навеки, любить вас. А их может быть два разных. Какого вам дать? В этой стране. Такой он будет или такой. То есть, представляете? А вы будете ждать одного. Как вы можете ждать одного? У вас это должно быть, то есть, не знаю, я не знаю, как это объяснить. То есть много вариантов может быть в вашей жизни. И вот как вы будете себя развивать, то есть если вы будете учить языки, если вы будете стараться, например, если вы хотите за границей, то вы там будете много общаться, сдавать экзамены, смотреть в ту сторону, искать работу, переучиваться на что-то такое, что нужно там, а не здесь, чтобы вы заработали там, то они, когда взвешивая вот этих вот мужчин, выбирая, скажут: она готова для такого, который за границей, для которого вот тут вот, давай вот это, смотри, она молодец, да. Или вы там ничего не учите, скажут: она с этим, не потянет, они не будут понимать друг друга, да. То есть, даже если влюбитесь, вас надолго не хватит, вы не будете понимать, что он вам говорит. Там, то есть на любви долго не выйдешь, там, потому что могут быть казусы с родственниками. Вы можете сказать что-то не то, сделать что-то не то, да, культуру не понять, воспринять негативно что-то, потому что вы не изучаете языки, вы не изучаете культуру, вы не знаете, что для них это нормально, они так выросли, например. Для вас это может быть неприлично, неприятно. Или вы будете ожидать, что вам будут дарить цветы на каждый праздник, а у них это не принято. Если ты не попросишь, тебе не подарят. То есть у вас такие могут быть стычки. То есть тут много всего может быть. Поэтому он скажет: так, от этого она не потянет. Да, ну давай дадим вот этого. Ну давай, да. То есть чем выше у вас цели, тем вам нужно вкладываться в себя больше. И тогда будет более достойный человек. И с каждым партнером, которого вы встречаете, он должен быть лучше предыдущего. Если вы правильно делаете выбор, то так и будет. Ну, короче, давайте Оксане Иванчичне дадим подсказки. Ну, много можно. Тут, я говорю, тут вариантов много, параллельных всяких много. И все зависит от того, какие вы делаете выборы. Вот у вас есть выбор, как вы будете действовать каждый день, что вы делаете. От этого вы свое будущее меняете самостоятельно. Вы можете изменить его в лучшую сторону. Все зависит только от вас. Если вы не выберете одного мужчину, который вам не подходит, вам дадут лучшего мужчину, чем тот, который у вас был, тот, от которого вы отказались. Говорит: ага, дадим ей получше. Ага, еще лучше. Да, так это, как бы так, Оксана. Оксана Иванчишина. Для Оксаны. Подсказка. Время сделать передышку и набраться сил. Так, передышку и набраться сил. Кофейку, чайку, полежать, поспать. Так, смотрим. Оксана Иванчишина. Подсказка. Ой, нет, не сегодня, а маленькая колода не хочет. Зато вам тут, смотрите, звездочек много-много. Таких вот золотиночек. Маленькая колода говорит: отдыхай, отдыхай, не буду тебя грузить, отдыхай. Так, Оксана Иванчишина, смотрим подсказочку. Ложь. Вот, смотрите, тебе кажется, что это вранье, так и есть. Если вам покажется на этой неделе, да, что кто-то вам врет, или что-то неправду говорит, или что-то там хвастается чем-то, да, если вам покажется, что это что-то не то, да, то вам так и правда, это правда так и есть. То есть человек просто врет, обманывает. Имейте в виду, кто-то может что-то такое соврать. Ради того, чтобы показаться лучше, да я такой-сякой. А денег на проезд-то нету. Да, можно я останусь там. Значит, ладно, ерунда какая-то пошла. Оксана Иванчична, давайте посмотрим подсказку. Ой, одуванчик. Измените свой взгляд на мир. Ну-ка, давай, одуванчик, настроится. Измените свой взгляд на мир. Измените свой взгляд на мир. Эх, если бы сейчас были одуванчики, вы бы могли взять этот одуванчик. Да. Оксана Иванчична, послание из будущего для вас. Ты счастливчик, у тебя все будет замечательно. Смотрите, золотая рыбка у вас. Все будет замечательно. Так, послание из будущего. Настроились. Теперь на меня. Настроились? Нет? Почему на меня не настраивается? Эта камера настраивается только на текст. Только на текст. Я же не текст.
Так, вот такой получился у нас раскладик. Так, да, послания из будущего были у нас 10 посланий. У нас в записи, если что, 10 посланий. Можете потом перемотать, посмотреть 10 посланий из будущего. Что делать, что не делать, чтобы неделя была хорошая. В общем, смотрите, приходите. Сейчас я посмотрю донатики. Чтобы никого не пропустить, девчонки. Пишите мне, если отправляете донаты, чтобы я не пропустила. Вот. Так, все, донатики я всем ответила. Спасибо вам за ваш труд, Оксана. Вам тоже спасибо, что пришли на эфирчик. Мне очень приятно. Приходите еще на эфирчик, кто тут у нас. Приходите еще приходите. Подсказки бесплатные, вопросики только платные за донаты. Там донаты небольшие. 250 рублей всего пока что. Ну, я, короче, я расплывчатая сегодня. Да, я так думаю, не настроиться. Вот, так что приходите на эфиры. Мы сегодня палочку одну. Так, хотите желание загадать? Да, я палочку сейчас одну могу еще поломать, если кто хочет. Одну палочку делала, чтобы светилась. Она светится, но она не очень ярко светится так-то. Потому что здесь у меня гирлянды. Когда ломаешь палочку, она загорается. Она загорается, где-то сутки светится. И можно написать желание. Ну, это себе просто такую цель поставьте. Напишите свое желание, распишите шаги, чтобы это желание сбылось. Я уже рассказывала. Пароль можете поставить на компьютер вот этого желания, написать его правильно. И каждый день это желание должно быть перед глазами. И надо что-то делать каждый день. Именно вот, чтобы идти к этому желанию, чтобы оно сбылось. Каждый день надо что-то делать. Да, намного быстрее оно у вас сбудется. Вот. Если хотите, еще одну палочку поломаем. Если у меня, правда, откроется. Может, первый раз открылась, вывалилось сразу несколько... А, вот. Нет, не открывается почему-то. Если хотите, можно загадать. Да, я, походу, закрыла на совсем это коробку. Не открылась коробочка с желаниями. Открылась. Если кто-то хочет, можно загадать. Желтенькая. Блин, а почему оно так все-таки не видно, что оно светится? Видимо, тут слишком светло, поэтому не видно. Ну ладно. Давайте, знаете, что загадаем? Давайте загадаем, чтобы в этом году получить классный подарок. Чтобы в 2025 году на Новый год нам подарили классный подарок. Вот каждому из вас подарили классный подарок. Давайте, видите, она там светиться начинает вместе излома. Здесь ничего тут никакая жидкость не вытечет. Видите, начинает светиться. Чтобы на 2025 год, вот на Новый год, подарили классный подарок. Чтобы вам подарили классный подарок. Вот я палочку поломала на желание, чтобы каждому подарили из вас, и мне тоже, каждому классный подарок на Новый год, чтобы получить. На этот Новый год. Видите, а это розовое так не светится, как это желтое. Желтое все-таки ярче горит. Розовое нет. Вот. Ну все подсказки дала. Приходите на эфирчик. Сейчас посмотрю донаты еще раз, чтобы мне не убежать тут. Приходите на эфиры. Эфиры по субботам, вопросы платные, подсказки бесплатные.
отвалилось там чуть-чуть. Все, всех обнимаю, целую. Увидимся с вами в следующую субботу, 21:30 по московскому времени. Если ничего не изменится, не знаю, изменится или нет, но надеюсь, не изменится. Если изменится, то изменится. Что теперь я напишу. Всех обнимаю, целую. Пусть у вас все будет хорошо. И всем пока.